斤吗？养福鸡？要5公斤吗？不是5公斤，母鸡啊。你要不要吃米线？米线能2斤了，像面条一样的。6斤了，6斤了，6斤。6斤。Ну вот мы и прибыли в Зингу на наше совместное производство. Мы, кстати, здесь уже снимали фильм, вот этот вот, по производству наших фирменных блинчиков. А сейчас мы дегустируем свежие шены этого года, как местные из Зингу, так и с горы Биндао. Вот, кстати, как раз вот у меня тут лежит еди, то есть чайное дно из шена, которое мы только что пили. Очень красивый лист и очень вкусный такой мягкий прям шен. Вот, кстати, из последних классных находок по моей просьбе, так как наши друзья знают, в общем-то, мою любовь к старым выдержанным шенам, нашли очень хороший рассыпной такой вот шенчик 5-го года. Вот, который, его есть совсем немного, буквально там 15 килограмм. Вот, мы его себе обязательно заберем. Вот, а пока будем продолжать дегустацию и пойдем путешествовать по заводу. 咱们现在做什么茶？哦，我不太清楚，要下去看一下。好的，好的。就是今年的春茶。好的。Вот такой вот огромный склад дров, тех самых, которые служат топливом для паровой печи завода. На этом станке происходит фильтрация чая от всякого мелкого ссора. Ненужный лист желтый, потом какие-то там мало ли попались листья другие нечаянные, да, там какие-то там всякий разный мусор, весь абсолютно отсеивается. На выходе уже получается чай. А наиболее дорогие сорта потом еще дополнительно полностью перебирают вручную. В эти 2 мешка ссыпается так называемый чхамо, то есть чайная пыль. Вот, то есть тут есть 2 вида сортировки. Первый — это вот такой вот сито внизу, да, который отсеивает совсем мелкий сор. А второй — это вот эти барабаны, которые собирают более крупный сор. Такая штука, что потом еще вот это еще раз сортируют. Вот это выбрасывается, а вот это сортируют.
Сейчас нам дадут. О. Да, ну а здесь знаменитая форма точа. Вот, то есть, в общем-то, абсолютно такая же технология, просто немножко другой способ прессовки. А здесь вот такой заводской склад разных самых форм для пресса. То есть и для кирпичей, и для самых разных форм блинов, для таких вот длинных, соответственно, цилиндров чайных, то есть на любой вкус и цвет. Кстати, есть еще и формы для таких вот огромных блинов. Ну и, соответственно, склад мешочков, которые используются при изготовлении. Здесь сейчас работает одновременно 4 цеха прессовки блинов. Вот, причем самые разные формы. Здесь делают точа, здесь делают маленькие 100-граммовые блинчики, там 357-граммовые. А технология, в принципе, абсолютно одинаковая. То есть, значит, сначала мастер берет, взвешивает нужное количество сырья, вот, кладет в специальную форму, потом одевает мешок, передает следующему мастеру, который уже разравнивает сырье внутри мешка, чтобы оно равномерно было распределено. После этого уже подается, собственно, готовый завязанный мешочек на пресс. Вот, а после пресса кладется под специальный камень. Уже после этого можно сказать, что блин практически готов. А потом блинчики складываются на маленькие такие деревянные подносы и относятся в сушильную камеру. После сушки снимается, соответственно, тряпочка, и блин готов к упаковке. Вот, в общем-то, и полный цикл производства чайного блина. Ну и самое главное, что я забыл сказать, то, что используется уже готовое сырье. То есть, когда чай полностью готов, то есть свежий шен-пуэр или, например, шу-пуэр уже приготовленный, он после этого вот так вот обдается паром и проходит все стадии, которые я только что описал. А здесь сейчас происходит упаковка новой серии наших блинчиков. Сейчас вот такие вот блинчики упаковываем, как называется, гушу инья. У нас уже был такой же маленький блинчик, но это вот из другого сырья сделан. Новый, сбор, значит, 2014 года. Упаковываем, соответственно, делаем сейчас, в 2015. Новый такой вот красивый дизайн. Вот, упаковочка из рисовой бумаги прекраснейшего качества. Вот, ну и, соответственно, отличнейшего качества сам чай. А вот это пресс уже для блинов побольше. Делают тут вплоть до 50 и даже более килограмм чайные блины. Сейчас как раз готова партия блинов на 38 килограмм.
вот классический наш блин 35-7 грамм, который называют, да, большой блин пуэра, все его называют. Но по сравнению вот с этим уже как-то этот совсем не кажется большим, кажется такой маленький блинчик. А вот это вот уже настоящий мега-блин. У нас такие вот стоечки для просушки. Здесь делается шен. Это шен этого года, 2015 сбора Дингу. Вот, с деревьев Цяому, то есть прямоствольные деревья, примерно в районе 60 лет их возраст. Вот, считается такой сбалансированная серединка, то есть это, конечно же, не самое драгоценное, что может быть здесь, но уже такой достаточно качественный шен. Потому что более дешевый шен обычно собирается либо с тайдича, либо с молодых деревьев, может, в районе 30 лет. Он уже самый дешевый, но, в принципе, тоже считается не самый плохой. Главное правильно его собрать, правильно обработать. И, в принципе, тоже довольно-таки неплохой вкусный чаек. В Дингу в основном делается шен пуэр. Традиционно, с тех пор, как изобрели технологию производства шу, мэнхай, в общем-то, в основном мэнхай, сишуаньбана, оно там и делается. А здесь делаются только шены. Какой-то старый, походу. Тут вообще какой-то непонятно из чего сделано. Какой-то белый, что ли. Старье какое-то. А это пресс-форма для изготовления знаменитой чайной тыквы. Это значит такая тоже форма тача большая, но она красивая тем, что ее обычно упаковывают в такую подарочную красивую коробку. Вот, и выглядит действительно как тыква, то есть такой вот цветочек. Вот, обычно размер бывает разный, но в среднем около 3 килограмм такая вот тыквочка весит. То, что услышал от местных ребят интересную информацию, то, что, значит, обычно чем выше над уровнем моря, тем чуть менее горячую воду используют для заваривания. То есть считается, что, например, в том же Гуганчжоу, например, заваривают шен пуэр где-то в районе 100 градусов, потому что там ниже, значит, над уровнем моря Гуанчжоу находится, соответственно, чай, чтобы раскрыться, нужно температура больше воды. Вот, а здесь как бы где-то 92-94, вот так вот, такой температура воду используют. Интересное такое наблюдение, раньше нигде не слышал про это. Молодой шен этого года. Это, значит, собран с прямоствольных деревьев, которым всего в районе 20-30 лет. Это такой вот самый, в общем-то, ходовой шен пуэр здесь. То есть уже проще только идет тайдича. Но вот этот вот считается самым простым именно из сырья с деревьев. А, 几岁? 有几岁了？有1岁。啊，1岁。啊。是男孩。跟我的女孩一样。哇，是没见过呀。